За что? Рвется Мария к тем пронзенным ногам, у которых она так любила проводить самые лучшие часы своей жизни. А вот затерянный в толпе Петр, рыдая, потрясает своей седой головой и, глядя на руки креста, спрашивает: «За что? Ведь это те самые руки, которые вытащили меня из морской пучины». Густая тьма покрыла Голгофу и всех ее посетителей. Эта тьма остановила всякое движение. Но как бы ни была густа тьма, она не могла закрыть образ распятого Христа. Каждый из присутствующих стал задавать себе вопрос: «За что?». Этот вопрос стал еще сильнее мучить меня. И сколько я не искал ответа, я встречал только недоумевающих друзей Христа. В душе я решил во тьме пробраться к подножию креста. Ведь только Он, Христос распятый, может ответить на мой мучительный вопрос: «За что?». Я пошел, куда влекло мою душу, к кресту. По дороге я встретил плотника, распинавшего Христа. Из глаз его падали крупные капли слез. Грудь сотрясалась от собственных ударов, а где-то в тайнике этой черной души зарождался все тот же вопрос: «За что?». У подножия креста находилась убитая горем женщина. Это Мария, мать Иисуса. В изнемождении она склонилась у креста. «О, женщины, матери! Скажите, каким чувством была наполнена ее душа? Ведь на нее, оплеванный, растерзанный, умирающий, висел ее родной сын. Тот, которого она еще младенца, крепко прижимая к груди, уносила из Вифлеема от губителя Ирода. Ведь это тот, кто был вскормлен ее грудью. И сколь велики были ее мучения, столько она была выше обычных женщин, выше тем, что видела и верила в божественность своего сына. Но вот он был истязаем, верила и была убеждена в его абсолютной святости, непорочности и праведности. Но вот он осмеян и прищен злодеем. Верила, что он, ее сын, был сыном человеческим и сыном Божьим. Она была неустанной последовательницей и свидетельницей всех его земных дней. Она так же, как ученики, оставила все, следуя за ним, и с материнской ревностью и заботой окружила и служила ему. Крепко она обняла дерево креста. С ним умирала вся ее жизнь, все ее надежды. Кто мог понять ее? Она как бы вместе с Иисусом была пригвождена ко кресту. О, это ужасное оружие! Вот когда прошло оно всю ее душу. С нею рядом безутешно рыдал Иоанн, который был согрет теплотой в груди Христа. Один вопрос в отчаянии звучал и у него: «За что?». Собрав последние силы, я прильнул к этому ужасному холодному дереву и крепко обнял его. Мне нужны были его ноги, его пронзенные ноги, которые принесли мне жизнь, и я их обнимал. Мне хотелось горячее обнять их, хотелось при этом как бы исторгнуть очи мои. Горячая струя крови потекла по мне, и я понял, что это из его любящего сердца. Невыразимой теплотою она согрела мою застывшую от скорби душу. Где-то рядом падали во тьме капли крови из пронзенных рук. Каждая из них говорила: «За тебя, за тебя, за тебя». Еще теснее я прижимал его пронзенные ноги. Но в это время ощутил боль от холодного дерева креста.
О, как оно мешало мне обнять его ноги. Я стал пытаться обнять ноги Христа без креста, как бы хотел оторвать их от дерева, но они оказались крепко прибитыми огромными гвоздями. И здесь я разгадал великую тайну его страданий и страданий моих. Чем крепче я обнимал его ноги, тем больнее врезалось в меня холодное дерево креста. И чем больнее становилось мне, тем яснее я начинал понимать цену и боль его страданий. Тем ближе я ощущал его, страдающего. Только тогда я понял, за что. Я понял, что без креста невозможно обнять Христа. Без креста невозможно понять Христа. Ведь если бы не было этих ран, то кровь Его, протекая в Его теле, протекала бы только для Него самого. Нужны были раны Его, чтобы кровь Христа, вытекая из них, понесла жизнь всем нам.